Всем привет, с вами Елена и это канал Вот бы мне. Друзья, хочу напомнить, что регистрация на участие в ежегодной лотерее Green Card на этот раз DV 2023 откроется менее чем через месяц. Точной даты пока нет, но обычно регистрация открывается в период с 1 по 10 октября и длится месяц. Чтобы не делать все в последний момент и не упустить свой шанс, подготовьтесь к регистрации заранее. В этом видео давайте вместе с вами сделаем небольшой чек-лист, по которому проверим, готовы вы к подаче заявки или нет. Итак, поехали! Первый и самый важный момент – необходимо понять, можете ли вы участвовать в лотерее. Спешу вас успокоить, скорее всего можете, но на всякий случай ознакомьтесь с нашим другим видео, ссылка на которое сейчас появится вот здесь и в описании под видео. В нем вы найдете исчерпывающую информацию на тему требований к участникам лотереи и получите ответы на многие интересующие вопросы типа нужно ли знать язык, с какого возраста можно участвовать, сколько денег должно быть на счету и так далее. Но правда, видео получилось очень крутым, а главное актуальным. Второй момент. Если вы подаете заявку впервые и особенно делаете это по рекомендации знакомых, которые подавали или выиграли когда-то давно, то вы можете не знать, что правила немного изменились, и теперь у главного заявителя на момент подачи анкеты должен быть загранпаспорт. Супругам и детям на момент подачи заявки иметь паспорт не обязательно, и понадобится он только после выигрыша в случае, если они будут претендовать на визу вместе с вами. А вот главный аппликант иметь паспорт обязан. Кстати, если срок действия вашего паспорта истекает через год-полтора или что хуже, еще раньше, советую его заменить прямо сейчас, чтобы не заниматься этим вопросом потом. Смотрите, подавать заявку на участие вы будете в октябре 2021 года. Результаты будут в мае 2022, а собеседования для победителей начнутся так и вовсе только с октября и продолжатся целый год. То есть, по факту, с момента подачи заявки до вашего собеседования может пройти 1,5 года, и это в том случае, если DV 2023 не столкнется с такими же проблемами, как DV 2020 и DV 2021, где зарезервированные судом визы будут выдаваться уже после окончания фискального года. А по требованиям получения миграционной визы ваш паспорт должен быть действительно не менее 6 месяцев на момент прохождения интервью и получения визы. Кроме того, рекомендую подготовить фотографию для участия заранее. К ней в системе очень строгие требования, и неправильно или некачественно сделанная фотография – одна из основных причин дисквалификации анкеты. О том, каким требованиям должна соответствовать фотография, как проверить ее на соответствие, даже если вы делаете ее в фотоателье, а главное, как сделать фото самостоятельно, я рассказывала в другом видео, подсказка сейчас появится вот здесь и в описании. Еще один очень важный момент относительно фотографии. Если у вас есть супруг или супруга, а также дети, фотографии должны быть сделаны на них всех, даже если они не планируют эмигрировать вместе с вами. Кроме того, фото нужны на детей от предыдущего брака, а также на детей текущего супруга от предыдущих браков, если такие имеются, даже если они не проживают вместе с вами. Единственный нюанс – фото не нужно, если ребенку уже исполнился 21 год или он состоит в браке. Порой заполучить фотографии всех членов семьи ввиду разных жизненных обстоятельств очень непросто. Но несмотря на это, фото, так же как и ваше, должно быть свежее, сделанное менее 6 месяцев назад. Поэтому, если у вас есть дети, особенно не проживающие с вами, займитесь этим вопросом уже сейчас. Без этого участие в лотерее невозможно. Вот, собственно, и все важные моменты, к которым лучше подготовиться заранее. Дальше останется только заполнить без ошибок анкету на участие в лотерее, когда откроется регистрация. У нас, конечно же, есть крутая пошаговая видеоинструкция по заполнению, ссылка на нее сейчас появится вот здесь и в описании. Рекомендую посмотреть видеоинструкцию сейчас, чтобы понимать, какие вопросы и какие документы вам понадобятся для заполнения. И уже потом, когда откроется регистрация, снова вместе с нами пошагово заполнить анкету. Ну а на сегодня все, друзья. Мы, конечно же, как и раньше, будем следить за всеми новостями для победителей лотереи DV 2020, 2021 и 2022, но параллельно с этим будем готовить и новый, более качественный материал по заполнению анкет для новых участников. Если информация была полезной и познавательной, поддержите наш проект. Подпишитесь на канал, подключите уведомления, поставьте лайк и поделитесь этим видео с друзьями. А если у вас остались вопросы к нам, смело задавайте их в комментариях. Каждую неделю мы делимся полезным контентом, так что зовите друзей и оставайтесь с нами.